Добрый день всем! У вас дико воняют ноги или не очень? Я расскажу вам, как избавиться от неприятного запаха и потливости ног, испытанно на себе. Для этого нужна кора дуба. Ее можно купить или собрать в парке при весенней или осенней обрезке деревьев, в лесу с валежника. Благо я часто хожу в парк, оказалась в нужном месте в нужный час и набрала целую кучу коры дуба. У меня еще есть. При отсутствии коры можно собрать желуди осенью. Кстати, в холодильнике у меня есть желуди, забыла достать. Желуди можно собрать осенью в нашем регионе Алматы где-то в конце сентября-октябре. А у вас? Теперь о рецепте. Залить кору дуба или желуди водой комнатной температуры. В кастрюле с крышкой поставить на средний огонь. Как станет закипать, сбавить огонь на минимум, через минут 15 выключить. Забыла сказать. Вода из крана, набранная в период наименьшего содержания хлора в воде. Как определить, расскажу в следующем видео. Как остынет отвар примерно до 70 градусов, слейте его в таз. Настой должен быть еще горячим. Хотела побыстрее. Ладно. Осторожно, попеременно опускаем отвар пятки, пальцы. Горячо еще. Пяткам терпимо, а пальцем еще чересчур горячо. Но терпимо. Отвар быстро остывает, так что обязательное условие, он должен быть горячим. Чтобы ноги распарились. Вода уже остывает, я могу уже дольше держать пятки в воде, в отваре. Потрите пемзой пятки, подошвы.
горячо еще. Зубной щеткой использованной. Я ее также крашу волосы хной. Если вам интересно, могу снять видео про то, как я крашу хной волосы. Трем щеточкой ногти. Ой, горячо. Так. Ого, горячо. Каждый ноготь попеременно делаю, так как еще отвар горячий. Оставшуюся кору можно использовать повторно. Ручки тоже опускайте. Вода уже, отвар уже остывает. Можно уже полностью опустить ступни ног. Потрем щеткой еще раз. Каждый ноготь. Если у вас отросли ногти, вы можете попутно перед финишем процедуры, перед окончанием процедуры, подстричь ногти. Как раз они в воде, в отваре размягчаться, и будет легче их стричь. Ваши ножки скажут вам спасибо. Держите ноги на стое до полного остывания отвара. Пальцы раскройте веером. Помойте между пальцами, чтобы настой омыл каждый палец. Двигайте пальцами.
Сотрем еще раз ногти. Я недавно делала ножную ванну ножком своим и уже подрезала ногти. Щетку и пемзу я оставляю настоя, так как они могут окрасить полотенцем. Так, все, вода остыла. По окончании процедуры смажьте ноги жирным кремом. Побалуйте свои ножки. Сделайте массаж. Потяните за пальцы. Спасибо им. Нелегко ведь носить на себе целых 75 килограммов веса. Лишних 20. А у кого и более. Дайте крему впитаться. Если вы ответили на первый вопрос не очень, то вам, как и мне с сыном, достаточно будет и одного раза. Но если вы ответили да, то вам из-за сильно въевшегося запаха ног придется повторить процедуру как минимум еще пару раз. Для удаления неприятного запаха обуви на канале есть видео, ссылка внизу в описании. А также я планирую видео про грибок ног. Не пропустите. Можно на ногу надеть одноразовый пакет, чтобы лучше впитался, и сверху носок. Я обычно дожидаюсь, когда крем впитается полностью, потом надеваю хлопковые носки. Спасибо всем за лайки, комментарии, подписки. Всего хорошего.